Ровно 21 год назад в тюрьму Гуантанамо на американской военной базе на Кубе привезли первых заключенных. Много лет подряд в годовщину открытия тюрьмы группа активистов устраивает у здания Нью-Йоркской публичной библиотеки акцию протеста, чтобы напомнить американцам о бесчеловечном отношении к заключенным и об их незаконном содержании в этой тюрьме. Гуантанамо была открыта президентом Бушем-младшим в 2002 году, после событий 11 сентября, в рамках кампании по борьбе с так называемым терроризмом. Сюда привозили задержанных в основном из мусульманских стран. Это были мужчины, которые навешивали связи с пресловутой Аль-Каидой. Власти наделили их статусом вражеских боевиков и заявили, что американские законы и судебные правила на них не распространяются. По сути, официальные власти США создали преступную группировку на нейтральной территории, где построили пыточный лагерь для мусульман и таким образом попытались легализовать свои преступления. Еще Барак Обама в 2008-2009 годах, во время и после своей предвыборной кампании, обещал закрыть тюрьму, но, к сожалению, этого не произошло. Дебора Свит, глава организации «Мир не может ждать», отмечает, что, цитата, «люди продолжают умирать в Гуантанамо, продолжают тратить там понапрасну свои жизни. В Гуантанамо остались 35 заключенных. 20 уже давно получили разрешение на освобождение, некоторые больше 10 лет назад, но они продолжают сидеть». Адвокат Центра по защите конституционных прав Пардис Кебриаи считает, что главной проблемой этой тюрьмы является то, что там в большинстве отбывают срок абсолютно невинные люди. Самая главная проблема этой тюрьмы – бессрочное заключение без предъявления обвинений. Это относится к большинству оставшихся 35 заключенных. Им не предъявлены абсолютно никакие обвинения, и так они сидят уже 21 год. Это совершенно незаконно, это противоречит американской конституции и всем международным законам. Но больше всего поражает истории тех, кому все же удалось покинуть адские застенки Гуантанамо. Заключенные рассказывают о своих первых днях пребывания, пытках, голодовках, протестах и нечеловеческих условиях, в которых им пришлось выживать десятилетиями. Одним из заключенных был мусульманин по имени Ахмад Гулам Рабани. Его арестовали в 2002 году пакистанские спецслужбы по обвинению в терроризме. Мужчина вышел из тюрьмы Гуантанамо лишь после 21 года заключения. Я видел опухшие лица с синяками, черными глазами, бритыми головами и лицами, расколотыми губами и кровоточащими ранами. Президенту США Джорджу Бушу и его администрации нужно было доказать, что они побеждают в войне с терроризмом, поэтому они назвали нас худшими из худших. Впервые в истории такое было сделано. Там были 800 мужчин и детей. Да, детей из 50 национальностей, говоривших на более чем 20 разных языках, имевших разное мышление и культуру, вырванных и улетевших в темную дыру, скрытую от остального мира. Мы были не единственными жертвами Гуантанамо. Некоторые сотрудники тюрьмы выступили против системы и тоже были заключены. Гуантанамо символизирует угнетение, несправедливость, пытки и беззаконие. Когда Рабани вышел на свободу, он впервые в жизни встретил своего 21-летнего сына, который родился уже после его ареста. Сложно представить, сколько судеб мусульман искалечил Гуантанамо и сколько людей обрекло на погибель. Президент Обама не смог закрыть тюрьму из-за сопротивления разведсообщества и республиканцев в Конгрессе. Президент Трамп обещал держать ее вечно открытой. За время правления президента Байдена 5 заключенных, которых американские власти признали не представляющими террористической угрозы, были репатриированы в Пакистан, Алжир и Марокко. По словам представителей администрации президента Байдена, заключенных репатриируют или отправляют на место жительства в третью страну в соответствии с правилами и ограничениями, установленными американским Конгрессом. Однако на сегодняшний день вновь нет никаких гарантий, что это дело будет доведено до конца. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.